SC Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим самые настоящие басхедные наушники от компании 7 Гц. Модель получила название Legato. Упакованы наушники в такую достаточно стильную коробку небольшого размера, а на лицевой части здесь изображены сами наушники с названием модели Legato. Ну а сзади указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечают два динамических драйвера 12 мм и 6 мм. Чувствительность наушников составляет 108 дБ, и они получили 26 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Ну и первое, что нас встречает, это вот такой большой и привлекательный фирменный кейс на замке, в котором находятся наушники и все аксессуары. Корпус наушников изготовлен из алюминия, и они имеют такой серебристый и приятный оттенок. И сразу скажу, что они довольно увесистые и массивные. Эти наушники точно не про миниатюрность. И порадовало меня то, что здесь установлен разъем 2 пин, рядом с которым находится 3 акустических отверстия и надпись Legato. Но еще одно отверстие расположилось на внутренней части наушника рядом с соплом и маркировкой канала. Но наверняка вам интересно, как же обстоят дела с посадкой и эргономикой у этих наушников. И я точно скажу, что это не самые удобные наушники, которые я использовал, но по крайней мере они в целом сидят в ушах довольно хорошо и надежно. Но с некоторыми амбушюрами может возникнуть небольшая проблема, а именно изгиб драйвера. Поэтому советую хорошенько подобрать подходящие амбушюры для вас, чтобы это не доставляло вам неудобства. Но также здесь в комплекте к наушникам идет довольно неплохой посеребряный медный кабель. Он практически не путается и не доставляет дискомфорта при длительном прослушивании. На коннекторах у него подписан канал правый и левый соответственно. И имеется здесь довольно стандартный разъем 3,5 мм джек. Ну а также производитель дополнительно положил нам довольно хороший и уже знакомый всеми набор амбушюр на любой вкус, цвет и размер. Поэтому я думаю, у вас не возникнет проблем с подбором. Но еще здесь имеется комплект запасных фильтров и мануал по наушникам. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, а именно к звучанию этих наушников 7 Гц Legato. Вот так выглядит график их АЧХ. И это прямо такая очень сильная вешка. У компании 7 Гц действительно получилось добиться мощной, басовой и довольно эффектной настройки. Слушал я эти наушники в связке с ЦАПом Topping G5. И мне определенно стоит сразу сказать, что эти наушники буквально ошеломляют с первого прослушивания. Они выдают очень напористый сабвуферный саббас, который прямо очень выделяется в общем спектре низкочастотного диапазона. Он действительно ощутимо так возвышен, но это сделано с довольно хорошим вкусом и на хорошем уровне, не считая ощутимого мидбасового захода на средний диапазон, который заметно так забирает вокальную часть под себя. Ну а что касаемо текстурной проработки и разрешения у баса, то все довольно неплохо, но все же это еще не та прозрачная текстурная проработка, которую я люблю в других наушниках. Ну а атака и панч здесь присутствует на довольно хорошем уровне, как для басхедных наушников, но все же мне хотелось бы получить более четкий и собранный отскок при ударе баса. А когда дело доходит до мидбаса, я обращаю внимание на его довольно продолжительное затухание и не самый плохой контроль, несмотря на просачивание в среднюю часть диапазона, но это легко поправимо эквалайзером. Что касаемо средних частот, то их основной тембр довольно нейтральный, а вокал имеет достаточно приятный такой теплый уклон и ощущается довольно близко к нам по расположению. Но, конечно, он немного такой поджатый и сухой, и менее воздушный, из-за того, что в этих наушниках ну прям очень сильно доминирует бас. Из-за этого мужскому вокалу не хватает прозрачности для того, чтобы раскрыться, и более высокой проработки тембров. Хотя при этом замечу, что женский вокал чувствует себя немного поуверенней и звучит более чисто. Ударные в этих наушниках достаточно нейтральные и совсем слегка подчеркнуты. В большинстве случаев они не вылезают вперед всего и не берут на себя много внимания.
а просто стараются приятно на слух дополнять всю композицию в целом. Но высокие частоты в 7 Гц легато получились достаточно теплыми, но слегка сглаженными. У них есть достаточно энергичного усиления на 6 кГц, и этот диапазон не ощущается каким-то кричащим и утомляющим. Он также не уходит в какой-то сильный мрак, хотя, конечно, акцент и проработка тарелок здесь не самая высокая и прозрачная. И все же мне хотелось бы получить более лучшее разрешение. Ну и, конечно, у легато имеется заметная проработка макродеталей, нежели уклон в микропроработку. И как по мне, 7 Гц легато это наушники не про аудиофильскую аналитичность, и уж тем более про мониторность, где вам нужно слушать все проблемы записи или прослушивать различные образы звуков, и каждый тембр отдельно, разделяя его на слои. Нет, это просто наушники с такой достаточно энергичной музыкальной постановкой для приятного времяпровождения, когда вам не нужно обращать внимание на различные тонкости нюансов записи в композиции. Ну а звуковая сцена и визуализация в наушниках 7 Гц легато не самая широкая, но на удивление не столь интимная. У них есть неплохая проработка глубины, хотя все же основа строится больше в ширину. Лично мне бы хотелось получить чуть большего разделения, особенно в каких-то инструментальных и перегруженных кучей инструментов композициях. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Как по мне, 7 Гц легато получились довольно интересными и выделяющимися басхедными наушниками. Но, конечно, не без претензий. Их подача и звучание довольно приятно на слух, оно достаточно аналоговое и прямо-таки теплое. Наушники не уходят в аналитичность и не раскрывают вам всякие нюансы в музыке, а просто стараются весело и энергично раскрыть ваш музыкальный материал. Ссылка на покупку наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.